Добрый день, уважаемые наши зрители. Мы рады приветствовать вас в фонде Горчакова, и сегодня мы поговорим о таком глобальном игроке, как Китайская Народная Республика. Сегодня у нас в гостях действительно важный и серьезный исследователь Китая, кандидат политических наук, доцент РУДН Грачиков Евгений Николаевич. Евгений Николаевич занимается серьезными вопросами, связанными с архитектурой международных отношений и тем, каким образом представлен в этой архитектуре Китай. Вот, наверное, прежде чем переходить к частным вопросам, мы обратимся к Евгению Николаевичу с такой серьезной масштабной проблемой, которая касается вообще положения дел в системе международных отношений. Как вы видите ее сейчас с начала специальной военной операции на Украине? Да, спасибо, что вы затронули именно в такой плоскости вопрос об архитектонике международных отношений, потому что начало специальной военной операции России на Украине, она полностью изменила эту архитектонику, и операция очень влияет на позиции многих игроков в этой системе международных отношений. И здесь, конечно, надо говорить о том, что вот этот тренд мировой политики о транзите власти от США к Китаю, о котором последние годы многие говорили на Западе и на Востоке, он меняется. И из биполярной системы международных отношений она превращается в триполярную. Что я имею в виду? Начало специальной военной операции вывело Российскую Федерацию, Россию на авансцену глобальной мировой политики, я бы так это обозначил, и сделало новым центром мировой политики. Наряду с США и Китаем сейчас Россия является полноценным центром мировой политики в контексте многополярности, о которой сейчас очень многие говорят и вполне обоснованно. Но это контекст мировой политики. Понятное дело, что появляются региональные центры мировой политики, как Турция, Индонезия, Бразилия, Мексика, многие страны, Нигерия в Африке, многие страны можно называть. Но это все же в моем концепте, это все-таки вот этот контент мировой политики. А вот эту глобальность задают главные или великие державы, как принято в старой парадигме исследования международных отношений говорить, это все-таки Соединенные Штаты Америки, Китайская Народная Республика, а сейчас в полном объеме и Российская Федерация. Вы упомянули термин «глобальность». Вот как вы считаете, остается ли он сейчас актуальным или с пандемией, или с начала специальной военной операции вообще отношение к этому глобальному мировому порядку, тому, который нам давно известен, да, и который зачастую диктуется со стороны западных стран, он оставил свой фронт или поменялся, или же мы все-таки остаемся в той же парадигме, которая была до начала специальной военной операции? Спасибо, это очень интересный и принципиальный для меня вопрос. Почему? Потому что до специальной военной операции, я бы даже так сказал, до восшествия на американский престол мировой политики Дональда Трампа, мы все жили в каких-то западных идеологических и теоретических парадигмах. И в этом контексте, конечно, мы говорили о глобальности, как о таком всемирном тренде, что все страны должны включиться в эту глобальность, быть взаимозависимыми, включиться в эти производственные добавленные цепочки и прочее, прочее. То есть какой-то рисовался идеальный мир, где не может быть каких-то принципиальных разночтений, разногласий. Почему? Потому что все в едином экономическом пространстве. И вдруг приходит к власти Трамп и объявляет фактически войну Китаю, войну торгово-санкционную и главным образом технологическую, а еще и декаплинг
новый термин, который вводится в это время, это разъединение экономик США и Китая. И тогда оказалось, это еще несколько лет назад, что это касается только США и Китая. Но вот попытка России добиться от Запада, от коллективного Запада каких-то юридически обязывающих гарантий своей безопасности, были переговоры и с США, и с НАТО, они не увенчались, к сожалению, успехом, не были достигнуты результаты. И Российская Федерация, наш президент и главнокомандующий Владимир Владимирович Путин был вынужден объявить о начале специальной военной операции. И Россия моментально стала центром мировой политики. И в этом смысле глобальность изменилась. Теперь она рассматривается уже не в западном либеральном контексте, а в контексте того, что глобальность уже в известной степени изменила свой формат. Теперь глобальность – это все страны за пределами Запада. Волей-неволей Запад, помогая Украине, он отделяется от мировой политики, он становится маргиналом этой политики. И весь остальной, есть даже термин, придуманный, я боюсь ошибиться, в высшей школе экономики, мировое большинство. Это коллективный не-Запад, это термин нашей кафедры теории истории международных отношений РУДН, коллективный не-Запад или коллективный Восток, это термин Федора Лукьянова. Поэтому мы сейчас можем говорить о глобальности только в вот этом мировом большинстве, то есть развивающегося мира. Вот там теперь глобальность переместилась в другую часть мира, мировой политики. А подходят ли старые форматы, как, например, вот сегодня мы поговорим с вами о G20, этому новому, принципиальному, незападному миру? То есть вот должны ли они до сих пор сохраняться, или они как-то тоже будут менять свою конфигурацию, как вы считаете? Вы знаете, вот это разъединение, теперь я употреблю этот термин, заданный западными учеными, о декаплинге, да, между США и Китаем, теперь говорят уже о декаплинге между Европой и Россией, да, разъединение экономик, то, что мы видим ежедневно в новостях, вот этими санкциями, они как бы выдавливают Россию из европейского политического пространства, но тем самым они превращаются в какую-то небольшую кучку стран со странной внешней политикой, которая не понимается мировым большинством. Но те структуры, которые были образованы незападными развивающимися странами, они как раз, может быть, еще задолго до этих событий, до Трампа, до специальной военной операции, развивающиеся страны почувствовали вот эту, может быть, можно сейчас назвать, на ум пришел такой термин, политическое одиночество. Да? То есть Запад от развивающегося мира хотел только ресурсов и вообще что-то получить и мало что дать. И поэтому развивающиеся страны стали объединяться. И к развивающемуся миру волей-неволей относятся и Китай, и Россия. И они почувствовали потребность уже в начале нулевых годов 21 века, да, объединиться. Сначала это была шанхайская пятерка, да, переросла, которая в Шанхайскую организацию сотрудничества, затем ОДКБ, наша, да, организация договора по коллективной безопасности, и БРИКС. Поэтому эти форматы, они, конечно, остаются и очень востребованы сейчас в мировой политике. Еще и потому, что старые западные форматы начинают постепенно отмирать. Но этот процесс только начинается. И вот это прошедшее G20 министров иностранных дел
показала, что невозможно Западу договориться с незападом, и поэтому не могут выработать даже какое-то заключительное коммюнике этих встреч. И о чем это свидетельствует? Да только об одном, что коллективный не Запад, развивающийся мир, он стал объединяться. И этим драйвером объединения стала Россия. Потому что по поводу России нет согласия между Западом и не Западом. Поэтому это заслуга внешней политики, нашего Министерства иностранных дел, что оно своей наступательной внешней политикой показала всему остальному миру, что Россия фактически, отстаивая свои национальные интересы в Европе, фактически отстаивает национальные интересы всего незападного мира. На месте России завтра будет Китай, Африка, Латинская Америка, и все это понимают. И поэтому у них нет единого мнения, чтобы осудить, нет вообще такого мнения, и они не согласны вообще с постановкой такого вопроса. И G20, и другие встречи на высоком уровне показывают, что Западу не удается втянуть в антироссийскую риторику весь остальной мир. Но почему тогда эта риторика часто молчаливая? То есть мы видим, что часть стран, та, которую мы можем назвать условно культурным Востоком, да, не высказывает неприсоединение к Западу, но и при этом не присоединяется открыто к России. Да, это часто задаваемый вопрос и ожидаемый, поэтому я ждал этого вопроса. Дело в том, что жизнь продолжается. Экономические связи действительно существуют между многими странами. И многие развивающиеся страны зависят от финансирования, от каких-то технологий западных стран. И поэтому сама жизнь заставляет их более аккуратно высказываться. Они, вот, например, на Генассамблеях ООН, последнее голосование там по Украине против России, если брать формальный момент, проголосовала 141 страна, да? Но если взять фактическую какую-то политику, реальную политику, экономическую политику, то мы видим, что все эти 141 страна, за исключением, конечно, коллективного Запада, это где-то, может быть, около 40 стран, которые возглавляются англосаксами, США и Китаем, весь остальной мир спокойно сотрудничает с нами на любых уровнях, на политическом, на экономическом, на культурном уровне. И в плане реальной политики ничего не произошло такого, чтобы нанесло вред нашим российско, например, африканским или российско-латиноамериканским отношениям. Наоборот, мы наблюдаем всплеск экономического роста как России, так и развивающегося мира на фоне как раз вот того, что происходит, вот эти процессы декаплинга, да, разъединения США и Китая, Европы и России. Это позволило, слава Богу, всему незападному миру объединиться. Увеличились торгово-экономические связи России с Китаем, с Индией, со странами Центральной Азии. И этот рост, можно сказать, бешеный, я бы так сказал. По-другому нельзя определить это. Одно из позитивных вроде бы решений или результатов, которые привнесла встреча G20, ну, я имею в виду встреча министров иностранных дел большой двадцатки, это было высказывание нынешнего министра иностранных дел КНР. Как вы можете вообще оценить взаимоотношения России и Китая? И есть ли какие-то продвижения, например, в контексте СВО? То есть как-то Китай меняет свою позицию? Тут же есть вопрос про, конечно, Мюнхенскую конференцию и те тезисы, которые Китай представил после. Прежде чем ответить на ваш вопрос, надо все-таки чуть-чуть вернуться в прошлый год, да? Начало специальной военной операции – это 24 февраля, а вот накануне, за 20 дней до начала специальной военной операции, был визит нашего президента в Китай, где он встречался с
президентом и председателем КНР, вернее, Си Цзиньпином. Формально это было открытие зимних Олимпийских игр, но на самом деле обсуждался очень широкий круг вопросов, и я так полагаю, были затронуты как раз наши, наверное, планы в Европе по поводу Украины. Уверен, что обсуждался этот вопрос. Давалось молчаливое согласие со стороны Китая? Это не совсем молчаливое. Вот в чем дело. Многие забывают, что по результатам этих встреч было совместное заявление, да, Си Цзиньпина и Путина о международных отношениях в новой эпохе. Я очень редко встречаю ссылки в научных статьях и в выступлениях наших ученых, ссылки на именно это заявление. А там, вот я студентам читаю лекцию по современным международным отношениям, и я начинаю именно с этого совместного заявления. Дело в том, что там Путин и Си Цзиньпин обрисовали будущую архитектонику международных отношений. Что они понимают под международными отношениями в нашу современную эпоху. И там были обозначены позиции Китая по Европе, будем так говорить, и позиция России по Тайваню. Очень важные принципиальные вопросы. И там Китай очень четко и ясно сказал, что Китай выступает против расширения стран НАТО на восток. А Россия заявила, что она выступает против любых форм независимости Тайваня. Такая новая формулировка любых форм независимости Тайваня. То есть здесь, казалось бы, ничего нового. Почему? Потому что мы принципиальные партнеры, стратегические партнеры. И наши позиции очень понятны друг другу, но для всего мирового сообщества было очень важно еще раз обозначить наши подходы по многим проблемам международных отношений, что было сделано. Русский текст занимает 17 страниц, да, и там несколько разделов больших, и поэтому этот документ должны все изучать. Поэтому специальная военная операция не внесла существенных изменений в российско-китайские отношения. Не внесла, вот в чем дело. Почему? Потому что мы стратегические партнеры, а для Китая Россия единственный глобальный стратегический партнер. Что мы можем сказать и о Китае? Это единственный глобальный стратегический партнер России. И поэтому здесь между нашими странами существует стратегическое доверие. То, чего нет между Россией, например, и другими странами. И то же самое в отношении Китая. Мы стратегические партнеры со стратегическим доверием и стратегическим видением будущей системы международных отношений. Это нас сплачивает в какой-то монолит. И я даже в своих статьях говорю о том, что сложился стратегический альянс. Да, без подписания официального договора, но это стратегический альянс. Да, Китай с приходом Дэн Сяопина к власти объявил о стратегии не вступления в союзы, потому что была эпоха Мао Цзэдуна, где была другая стратегия вступления в союзы. Сейчас действует другая стратегия, которой придерживается и нынешний председатель КНР Си Цзиньпин. Но масштаб взаимодействия стратегического настолько широк и настолько глобален, что нельзя говорить, что мы просто стратегические партнеры. Это касается экономики, это касается политики, это касается культуры, это касается очень во многом военно-технического сотрудничества. Например, сами китайские СМИ подчеркивали в прошлом году, что вот это участие китайской армии в наших маневрах «Восток-2022» впервые Китай представил 3 вида вооруженных сил. Если раньше либо сухопутные, либо военно-морские, то теперь и сухопутные, военно-морские, военно-воздушные силы были представлены в очень значительных масштабах на наших военных маневрах.
Все заметили, что участились совместное патрулирование наших стратегических бомбардировщиков, да, в акватории Восточно-Китайского моря вместе с военно-воздушными силами Китая. И таких фактов военно-технического взаимодействия очень много. А самое главное, что Россия оказывает Китаю очень существенную помощь в создании системы противоракетной обороны, раннего предупреждения. Как многие знают, китайское небо охраняет, а тем более над Пекином, охраняют давно уже наши системы ПВО С-300. Китай закупил систему С-400. И наши самолеты поколения 4++, это Су-35. И когда в прошлом году был День образования Китая, 1 октября, очень большая группа китайских военных самолетов, где-то больше 40 штук, пролетала над Тайваньским проливом, да, и в этой как раз группе самолетов были представлены и наши Су-35. Поэтому, а вообще, если брать шире вот ВВС китайские, то там где-то больше 250 наших самолетов Су-30. В Индии, кстати, 270 самолетов, наших самолетов Су-30. Так что вот даже вот в последней своей статье я говорю, что в каком-то смысле Россия является гарантом национальной безопасности Китая. Хотя, конечно, многие улыбнутся, как вы, и скажут, что Китай самодостаточный, да, у него очень крепкая армия, самая большая, 2 миллиона человек, что количество военных кораблей сейчас превысило количество военных кораблей США. То есть самый большой флот. Но то, что я перечислил, это очень важные элементы национальной обороны Китая. И Китай ценит это. И когда сейчас говорят, а вот Китай будет ли помогать поставками, да, я не знаю, дронов там, или еще какой-то военной техники России, Россия не нуждается. Вот в чем дело. Россия, так же как и Китай, самодостаточная военная держава. Мы все сами производим, и поэтому я, честно говоря, даже затрудняюсь назвать какую-то военную сферу, да, и технологическую, и такую производственную какую-то, где бы Китай нам мог существенно оказать какую-то помощь. Мы полностью локализовали, импортозаместили все технологии, которые когда-то были на Украине, в других странах, да, и поэтому сейчас Россия, военная промышленность России не нуждается вообще ни в чьей помощи. Поэтому все эти разговоры о том, что вот США давит на Китай, чтобы Китай, не дай бог, что-то не представил. Да ради бога, мы не нуждаемся ни в чем. Это во-первых. А во-вторых, вот вы упомянули термин, что так как-то нейтральное какое-то положение Китая. Нам выгодно такое положение Китая, России выгодно. Почему? Потому что в условиях вот этой жесткой санкционной войны Запада коллективного против России нам очень важно было, чтобы наши партнеры чувствовали себя комфортно в мировой экономической системе. И тогда Россия больше выгоды получит в плане торговли обычной, там, нефтепродуктами, газом, углем и прочими товарами, потому что наша торговля просто с Китаем чуть ли не в год по 30% растет. Если, например, в 2020 году это 107 миллиардов, я так округляю цифры, в 2021 году это 146 миллиардов, то в прошлом году 190 миллиардов, 190,3 миллиарда долларов. Но при этом все равно США приоритетней как экономический партнер для Китая, чем Россия. Да, полностью с вами согласен. И здесь мы должны говорить об иерархии национальных интересов Китая. Эту парадигму выстраивания, такого приоритетного выстраивания отношений Китая с США задал еще Дэн Сяопин. Он как только в декабре 1978 года был восстановлен во всех своих постах, можно сказать, пришел к власти,
Первый визит его был в США через буквально через, по-моему, 3-4 месяца. А первый вообще акт, который Дэн Сяопин подписал, это как раз было об установлении дипломатических отношений с США. Поэтому эту парадигму, сейчас китайские ученые, в частности президент Китайской академии современных международных отношений Юань Пэн, он как раз говорит, что без вот этих отношений вряд ли бы что-то состоялось бы в Китае в плане политики реформ, открытости и прочее, прочее. Вот, поэтому все связывают. И здесь вот эта взаимозависимость экономик США и Китая была, конечно, превалирующей. И вы правильно затронули это. Но и так продолжалось до прошлого года. Вот в прошлом году произошла вот эта смена приоритетов, смена иерархии, вот это в этой иерархичной структуре внешней политики, политической, экономической, произошло сдвиг. США переместились на второе место. Сейчас страны Юго-Восточной Азии, АСЕАН, заняли первое место. Европа как была, так и осталась на втором плане, на втором месте, да. И США переместились, насколько я знаю, на третье место. И вот эти гособлигации американские, в которых китайцы хранили деньги, она тоже там была 1 триллион, сначала 100 миллиардов, 200, теперь снизилась и уже меньше 900 миллиардов. То есть китайцы постепенно распродают вот эти гособлигации США. Это связано с предыдущим режимом правления Дональда Трампа, с реакцией республиканцев на китайскую политику? Отчасти. Я думаю, что большей части, конечно, да. Политика Дональда Трампа подтолкнула, конечно, китайцев, но она была не так заметна. А вот с началом проведения специальной военной операции многие обратили внимание, что вот эта распродажа этих облигаций, она ускорилась. Но здесь я думаю, что Китай очень внимательно анализирует последствия специальной военной операции на мировую политику, на международные отношения, и они понимают, что так как бы, жить как прежде уже нельзя. Ну, было довольно смешно, и, по-моему, во всех СМИ, мне кажется, это обсуждалось, когда Байден заявил о том, что вот Путину достаточно сказать одно слово, и тогда будет понятен расклад того, как завершается специальная военная операция на Украине, и вообще, как будет создаваться дальше мир. Как в данном случае, вы считаете, Китай реагирует на специальную военную операцию, и какие выводы мы можем сделать из этих тезисов о мирном регулировании, которые Китай представил после Мюнхенской конференции? Китай, в принципе, же ничего нового не сказал. Это много раз в разных вариантах озвучивалось и нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, и министром иностранных дел Сергеем Лавровым. Поэтому ничего нового я, например, как специалист по Китаю не услышал. Почему? Потому что там и ядерное, да, неиспользование ядерного оружия, и начало мирных переговоров, каких-то гуманитарных коридоров и прочее. И даже западные страны, они говорят, это больше в пользу России. Как бы. Почему? Потому что прекращение поставок оружия Запада Украине, которое тоже озвучено, да, в этих предложениях, это как бы наш тезис, да, что поставляя на Украину такие наступательные виды вооружения, они только приводят к эскалации конфликта, а не к решению этой проблемы. Поэтому здесь в чем, может быть, новизна вот этих предложений Китая, она заключается в том, что они объединили все эти пункты свои в одно какое-то предложение, китайское предложение о мирных переговорах и разрешении украинского кризиса. И это прозвучало, да, ни Запад, ни другие страны как бы не увидели какой-то существенной новизны.
Но дело в том, что когда первые лица государства, ответственные за внешнюю политику, вот Ван Yi, например, бывший министр иностранных дел, озвучивает это на международных конференциях, конечно, это звучит. Голос Китая в мировой политике, он все-таки значим, да, и когда они говорят об этом, многие прислушиваются к ним, в том числе большинство стран не западного мира. И это для нас важно. Фактически для меня это как моральная поддержка России и моральная поддержка нашей позиции. Здесь еще что очень важно подчеркнуть, как украинский кризис связан с Китаем. Когда Китай сказал, что он против продвижения НАТО на восток, на самом деле имелось в виду Восток, это Восточная Азия. Понимаете, военная инфраструктура НАТО уже сейчас обозначилась в Южно-Китайском море. Впервые в прошлом году военные корабли Германии появились, значит, в водах Южно-Китайского моря. А до этого только корабли США, Англии, Франции там были. Поэтому появились новые структуры, АУКУС, КВАД и прочее. Да? И Китай очень болезненно к этому относится и чувствует, что вот эта инфраструктура НАТО, и НАТО уже в полный голос говорит о какой-то своей политике, а это все-таки военная организация в отношении Китая. Раньше они так явно не выступали с критикой Китая, поэтому и Китай это чувствует, что происходит украинизация тайваньской проблемы. Понимаете, вот есть новые моменты, и когда мы говорим, а какая позиция Китая, надо посмотреть, а какая позиция Запада в отношении Китая, продвижение военной инфраструктуры НАТО к берегам Китая фактически. Почему? Потому что Америка, говоря о том, что будет помогать защищать Тайвань, Америка не собирается в одиночестве это делать, поэтому подтягивается военная инфраструктура НАТО и усиливаются военные контакты США с Южной Кореей, с Японией и другими странами. Поэтому Китай видит все это, и он изучает внимательно эти вопросы, и все экстраполирует вот эту всю европейскую ситуацию уже на Восточную Азию. Поэтому это все взаимосвязано. А взаимосвязана ли внутриполитическая ситуация в США с взаимодействием с Китаем и вообще выстраиванием отношений США-Китай? Как-то меняется сейчас, видите ли вы изменения при Байдене, Трампа, и стоит ли нам говорить, что вот грядущие выборы это тоже какой-то затяжной период для того, чтобы понять Китаю, как реагировать на следующего президента Соединенных Штатов? Вы знаете, многие аналитики отметили, что приход к власти Байдена не изменил позиции США в отношении Китая. Практически не были убраны или отменены какие-то санкции. Наоборот, были приняты какие-то новые. И вот эта жесткая риторика в отношении Китая не изменилась. А с началом специальной военной операции появились новые обвинения. Если раньше Китай ругали за то, что он является, как это сказать, не инициатором, а родиной происхождения пандемии, да, что и вот в Ухане, в лаборатории, и это вот прямо обвиняли, и сейчас возобновили эти обвинения, да, то теперь появились обвинения в том, что Китай не поддерживает санкционную политику Запада. Вот. Но эти обвинения, кстати, относятся и к Индии, и к странам Центральной Азии, то есть весь остальной мир не поддержал же так формально, открыто, да, не выступил в поддержку санкционной политики Запада. Вот. Поэтому можно сказать, что вот это молчаливое, по-моему, это ваш термин, большинство, оно на самом деле для меня очень явно поддерживает Россию.
Вы сейчас упомянули страны Центральной Азии. Я бы хотела вам вопрос задать по поводу визита Блинкена в страны Центральной Азии. Все это, конечно, предшествовало, собственно, тем мероприятиям, которые происходили в Нью-Дели. Многие в экспертной среде, конечно, говоря о странах Центральной Азии, сразу рассматривают их в качестве приоритетного направления внешней политики Российской Федерации и понимают любые американские, не только и западные там, инсинуации в качестве вызова. Но как смотрит на это Китай? Как он видит Центральную Азию сейчас? И уделяет ли он то внимание этому региону, какое уделяет этому региону Россия? Ну, я хотел бы немножко издалека начать. Представьте политическую карту, да, Азии, Китай. Китай окружен, я сейчас немножко в теорию вдаюсь, окружен тремя нормативными силами. Это АСЕАН, это Евразийский экономический союз и страны Бенгальского залива. Китай исторически не старался создать какую-то свою экономическую структуру, организацию, жесткой дисциплины и прочее, прочее. Он всегда старался на двусторонней основе решать все проблемы. И поэтому Россия еще вот в 2015 году, да, создала Евразийский экономический союз. И Россия с Китаем, по-моему, в этом же году было совместное заявление Путина и Си Цзиньпина о сопряжении, да, Евразийского экономического союза и Си Цзиньпиновской инициативе «Пояса и пути». Но дальше это не сдвинулось с мертвой точки. И дело в том, что еще в 2018 году был подписан договор между Евразийским экономическим союзом и Китаем, да, который вступил в действие в 2019 году, но там были оговорены только правовые формы сотрудничества, и до сих пор нет каких-то реальных проектов в плане сопряжения вот этих, можно сказать, двух инициатив Путина и Си Цзиньпина. Поэтому для нас очень важно вот иметь какое-то свое, для России я имею в виду, свое экономическое и политическое пространство. Китай спокойно к этому относится ввиду все-таки глобальности масштабов самого Китая, его экономики и его влияния на мировую экономику. И, конечно, в этом плане Россия, конечно, не может, нельзя сравнивать с экономикой Китая. Поэтому Китай спокойно к этому относится, Россия здесь свое влияние усиливает, и поэтому визит Блинкена, он фактически ничего не изменил и не изменит. Вот в чем дело. Там с сентября 2021, по-моему, года действует, или прошлого, вернее, даже года действует какая-то небольшая организация, там 25 миллионов долларов американцы выделили, чтобы компенсировать вот это негативное последствие санкционной политики США на Россию и их влияние на страны Центральной Азии. Но это капля в море, потому что инвестиции России в страны Центральной Азии исчисляются миллиардами долларов. И поэтому здесь, и потом, если с геополитических позиций смотреть, где США, а где Россия, да, где США, а где Китай. Поэтому вообще надо многим ученым чаще смотреть на карту и видеть, что США – это периферия мировой географии, мировой цивилизации. Я очень надеюсь, станет периферией мировой политики, понимаете? И поэтому она образует всякие то североатлантические альянсы, то да, индо-тихоокеанские, да, и все новые какие-то структуры и прочее, только по одной причине – они находятся на периферии. И в этом смысле многие говорят, в том числе и я, о геополитическом и географическом проклятии США. Вот в чем дело.
Да. Хочется им стать Хартландом, но никак. Да. Они вот все лезут в Центральную Азию, вообще на азиатский континент, и у них ничего не получается. Но я надеюсь, вот этот наш стратегический альянс России и Китая, он как раз станет таким незримым щитом в этом плане. Да. Евгений Николаевич, спасибо вам большое. Я думаю, что вот на этой позитивной ноте мы можем и завершить нашу сегодняшнюю встречу. А нашим зрителям напомню, что с нами был Грачиков Евгений Николаевич, кандидат политических наук, доцент кафедры теории и истории международных отношений факультета гуманитарных и социальных наук Российского университета дружбы народов. Спасибо вам большое. А мы от фонда Горчакова скажем, что будем вот новую книгу Евгения Николаевича тщательно изучать, чтобы нам все-таки понимать, в каком мире мы живем. Спасибо вам.